17 апреля мы начали наш эксперимент. Так как это наш эксперимент, это ни в коем случае не финансовые рекомендации никакие. Это то, что мы отработали, отучились и применяем в деле. Торгуем на бирже Bybit. Вчера, если вы пересмотрите нашу передачу или наше видео, которое мы записали для вас, то наше предположение отработало просто отлично. Вчерашнее наше было предположение, да, хочется отметить, что мы до вчерашнего нашего выпуска сделали 70 сделок, да, и сгенерировали где-то дополнительно к 100 долларам, 100 долларов это у нас депозит, сгенерировали на то время было 1,20, то есть процент 20, еще месяц не закончился. И предсказание вчерашнее наше было, что цена будет идти вниз, да, вот это наше было предположение. Конечно же, мы поставили наши цели или точку входа на уровне, она стояла 17.90, с чем-то 97, но туда цена больше не вернулась, то есть после того, как мы пообщались, да, цена пошла вниз, то есть по нашему графику. Я вчера торговал больше лонговые истории, да, начали мы торговать, или я начал торговать в 14 с чем-то, да, и вот здесь вот я торговал в лонг все, наторговал я, получается, с 71 сделки до 80 сделок, то есть 9 сделок в общей сумме, и получилось сгенерировать 1,47 USDT, это 14% к той сумме, на которую мы торговали. Торгуем мы всегда 10 долларов ставим, рискуем мы 1 долларом 50 и наторговали, если взять, чем мы торгуем, да, то 14,7%. Все ставки я не стал отображать, потому что они тут мелкие, они тут все были в лонг. И сейчас уже на данный момент, на 13 мая, получается по эксперименту уже 3,20, да, то есть 3% 20 месяц еще не закончился. Долго запрягаем, долго тебе приходится адаптироваться к земному притяжению, и ты короткими перебежками, видимо, гравитация на вашей планете, она немного другая. Думаю, что как только ты привыкнешь к той дисциплине, которую можно было бы, соблюдая, добиться немного других результатов, сразу же нам будет и показать разницу между недисциплинированной торговлей и дисциплинированной, то даже получая отрицательные результаты, мы всегда все равно остаемся в прибыли. Ну и я рад, что у тебя положительная динамика. В сделке вот это вот мои предсказания или предпосылки, да, что мы будем двигаться дальше вверх до уровня 17.57, выставлен стоп-лосс на уровне 16.50, и зашел я в 16, по цене 16.67, то есть получается, если посмотреть, это 1 к 5. Могу спросить я ход твоей мысли, потому что для тех, кто смотрит и не разбирается, для них это просто какие-то закорючки здесь между какими-то линиями. И почему ты решил, почему предположил, что развитие событий продолжится по твоему, скажем, направлению? Да, ну вообще, если посмотреть недельный таймфрейм, то мы находимся в восходящем движении, да, и видно даже на 15-минутке, что идем вот в этом канале, движемся, и поэтому, проанализировав, к тому же смотрим тоже на RSI, когда входим, да, то есть RSI стартанул у нижней точки, движется вверх, и так как мы торгуем от уровня к уровню, и не зашли вот в этой точке, да, то есть в этой точке мы не смогли зайти, то заходим уже как есть, выставляем тот стоп-лосс за нижнюю базу. Я выставил вот за вот этой вот консолидации или такой вот небольшой проторговки и торгуем в лонг. Напишите в комментариях, все ли вам было понятно, понимаете ли вы, что такое RSI. Для тех, кто не понимает, сразу скажу, что индекс относительной силы, зачем он нужен и как им пользоваться, вы тоже можете написать в комментариях вопрос, и мы разберем это более подробно. Что такое канал на недельном таймфрейме, тоже может кому-то быть непонятная терминология. И тоже, к чему веду? К тому, что чем больше вы будете задавать вопросов, потому что самый глупый вопрос – это незаданный вопрос, тем полезнее мы будем делать для вас контент, тем интереснее будут наши встречи с дорогим инопланетным гостем, и мы вместе с вами будем добиваться все лучших и лучших результатов. Я думаю, в таком ключе будет наша коммуникация с зрителями наиболее приемлемой. Как ты считаешь? Полностью с тобой согласен, и задавая вопросы, вы быстрее освоите это дело и быстрее научитесь.
Если ты хочешь показать свою торговлю, то давай перейдем, или если ты хочешь поделиться видением по биткоину, будет тоже интересно. Которые я наблюдаю, торгую. Здесь видны мои предположения по сделкам. И появилась вот эта замечательная формация чашка, у нее нарисовалась ручка, и я сейчас буду ожидать прихода какого-то понятного сигнала, чтобы отторговать вот этот сетап, поскольку у нас высота чашки, да, обычно выходит от ручки, да, отторговывается вверх. Здесь почему я досюда взял этот сетап, потому что здесь есть неперекрытый имбаланс, и что такое имбаланс, что такое формация чашки с ручкой, и точно так же, как я советовал, можете задавать вопросы в ваших комментариях к нашим видео. Ну а я традиционно перейду к биткоину, поскольку у нас по-прежнему доминация остается достаточно высокой, 62,7, и, ну, кто не понимает, мы потихонечку снижаемся от позиции 65 практически с половиной у нас была доминация. Почему доминация важна? Когда доминирует на рынке интерес инвесторов к биткоину, то больше тратится средств, внимания и интереса у инвесторов к биткоину. Как только доминация начинает снижаться, это говорит о том, что инвесторы рассматривают для получения доходности другие активы. И пока еще все-таки инвесторы свои взоры не отвлекают, не отводят от биткоина, хотя уже поглядывают в сторону альтмаркета. У нас, в принципе, очень похоже работает по сценарию из 2021 года, который у нас прорисован, но я уберу пока все рисунки, и здесь мы находимся в такой восходящей структуре, которая слегка приостановилась, не достигнув своего максимума. И это на дневном таймфрейме, то есть динамика очень хорошая была у биткоина, несмотря на порой не очень хорошие новости, что говорит о том, что новости новостями, а инвесторы по-прежнему делают свое дело и зарабатывают свои деньги. И наша задача распознавать, что они делают, какие у них планы, и зарабатывать на этом точно так же. Сейчас, думаю, мы сконсолидируемся, и, возможно, через небольшой откат в район 94, такое тоже может произойти, мы все-таки пойдем на перехай прошлой, то есть превысим значение прошлого максимума, чтобы понятной терминологией изъясняться. И за этим, то есть вместе с этим ожидаю снижения доминации и, естественно, рост альтмаркета, который будет стартовать, как это было на прошлой неделе, с актива такого, как эфириум. Вот как красиво эфириум стартанул, хотя до этого он 3 года снижался. Но это не трехлетнее снижение, но это снижение с декабря этого года. Он только падал и сейчас отыграл буквально за неделю третью часть той позиции, которую потерял. Что касается волатильности, которую мы очень часто рассматриваем, она тоже готовится к какому-то интересному движению, и мы очень часто с тобой обсуждали, что волатильность – это не всегда рост, волатильность может быть и на снижении. Друзья, подписывайтесь, задавайте вопросы, поддерживайте нас лайками и всем, чем можете. Ну а мы продолжим для вас анализировать рынок и рассказывать наши видения по разным монетам. Я думаю, что мы продолжим, даже если вы не будете нас поддерживать, поскольку мы делаем 2 в 1. Мы торгуем, развиваем свою стратегию, улучшаем ее, дополняем, но делимся с вами. Если вам интересно, нам будет еще интереснее с вами коммуницировать. Ну а если вам не интересно, то мы все равно развиваемся. До новых встреч, дорогие друзья, и всем успехов!